Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну вот, на что только не идут эти блогеры. Уже и последние штаны готовы снять и порезать ради контента. А вот и нет. Штаны уж давным-давно изрезаны и использованы в других изделиях. Это остался самый неликвид. Карманы, шлевки, мелкие обрезки. Без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Будем креативить по полной программе. Для начала просмотрим каждый кусочек. Прикинем размеры, оценим качество ткани. Современные джинсы – это стрейч. В процессе носки они растягиваются и растягиваются неравномерно. Поэтому вот в этом случае мы можем вырезать внутреннюю часть кармана, использовать ее отдельно. А на красивом декоративном кармане отрежем всю лишнюю ткань, чтобы не было никаких утолщений. Заметьте, что в этом случае красивая отделочная строчка остается целой. Девочки, мы постоянно шьем что-то новое, красивое и интересное из мелких лоскутков и обрезков. Но нам нужны и большие куски ткани для обратной стороны лоскутных одеял и покрывал. В этот раз в интернет-магазине «Любимый Василек» нашла подходящую ткань шириной 2 метра 20 сантиметров. И смотрите, какая прелесть! Милые котики. Это набор кухонных полотенец. А умелые рукодельницы сразу же сообразят, что это прекрасные панельки. Достаточно добавить немного цветных лоскутных полосок, и может получиться прекрасное детское одеяло. Но без полотенец мы тоже не останемся. Прекрасные кухонные полотенца из полульна. Это классическое советское качество. Девочки, смотрите, для ваших мужчин есть прекрасные спортивные брюки. Рекомендую. Мои мальчишки оценили. А для девочек нашла прекрасное домашнее платье-халат. Очень красивое и удобное. И все вы знаете, что я неровно дышу к хорошему постельному белью. И больше всего мне нравится бязь. Натуральный хлопок, очень приятный к телу. На постельное белье тоже есть мода. Кому-то нравится однотонное, а кому-то с крупным рисунком. И еще мне нужна новая подушка. Люблю с верблюжьей шерстью. На самом деле верблюжья шерсть только в верхнем простеганном слое. Ну и, девочки, помним, что по промокоду POLY10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Карманы будем использовать отдельно, мелкие обрезки отдельно. Если есть большие детали, то имеет смысл придать им форму и использовать максимально. У меня простая бытовая швейная машинка. Лишние толстые швы нам не нужны. Их лучше отрезать. Если ткани рядом с декоративной частью совсем немного, имеет смысл немного подпороть шов. Но внешнюю декоративную нитку старайтесь сохранить. Вот передние карманы, конечно же, очень красивые, но как их вшить? И толстые швы, и металлические клепки. В некоторых случаях можно разобрать это соединение, убрать всю лишнюю ткань. Освобождаем красивый внутренний кармашек. Да и внешняя деталь очень живописная. Здесь можно аккуратно убрать пояс, отпороть верхний край шлевки, а потом пришить его с заходом на верхнюю деталь. Знаю, что сейчас в комментариях уже кто-то пишет: ну сколько можно этот мусор перебирать?
Вот вроде бы это ерунда ненужная, а кто-то увидит идею для своего рукоделия. В общем, смотрите сами. Где-то проще срезать лишние швы, где-то лучше их распустить. Следующий очень важный этап – все детали надо тщательно проутюжить. И кроме этого, крупные фрагменты надо укрепить, проклеить клеевым флизелином. Тогда готовое изделие будет более красивым и аккуратным. Джинсовые детали получились самой разной формы и размера. Нам все пригодится. Все джинсовые вкусняшки, сгибы, следы от швов, декоративные отстрочки – все в дело. Отдельно мы собрали небольшие полоски. Из клеевого флизелина вырежем широкую полоску и на сторону с клеем начнем пришивать джинсовые кусочки. Лучше сразу их отстрачивать, тогда все красиво и ровно получается. Когда вся основа заполнена, мы ее тщательно проутюживаем с паром. Затем по линейке все промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Дальнейшая работа – это сплошное творчество. Смотрим, прикидываем, чем можно продолжить деталь, увеличить ее размер. Если у детали уже красивый обработанный край, то можно просто наложить ее сверху и пришить внахлёст. Если мы соединяем две детали, то просто сшиваем их вместе, потом разворачиваем и отстрачиваем. Самое сложное – это определить, какую деталь куда лучше пришить. Из своего опыта скажу, что легче всего и интересней собирать длинные полоски, кусочки подбирать подходящей ширины. А дальше вы уже сами увидите, когда у вас будет две больших детали одной ширины, вы сможете соединить их вместе. Единственная рекомендация – между вкусняшками вставлять кусочки гладкой нейтральной ткани. Кусочки можно надставлять и пришивать до тех пор, пока не получите нужные вам размеры. Дальше уже можно прикинуть, как именно будут располагаться в готовом полотне ваши заготовки. В сегодняшней работе очень много всяческих украшательств. Можно их немного разбавить полосками джинсовой ткани. Вы же сами понимаете, что это процесс творческий. Смотрите сами. Нравится, не нравится. И есть ли у вас ткань для воплощения ваших задумок? Вы помните, что нам пришлось подпарывать карман. Красивую декоративную нитку можно пришить вручную, а можно попробовать сделать это на швейной машинке
прошить слабым зигзагом. Вот этот процесс с соединением деталей можно продолжать и продолжать. Смотрите, какая интересная заготовка у нас получилась. Можно остановиться, но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Красивый кармашек, нашивки, шлёвки. Пусть будет. Пригласите меня в ресторан, я надену все лучшее сразу. Вот видите, с этими декоративными элементами стало еще интереснее. Эту джинсовую заготовку можно долго рассматривать и расшифровывать. В нашей заготовке есть все. И кармашки, и красивые шлёвки. Чуть раньше мы сшили вот такую деталь. Узор елочкой и 2 кармана. Но если вы думаете, что это все, то вы крупно ошибаетесь. Остались еще очень интересные детали. А это значит, что будет еще продолжение. Как только найду, с кого снять джинсы, так сразу. Вот, кстати, мне тут подсказали рабочий способ, как найти джинсы для рукоделия. Выходите на улицу, видите джинсы подходящего цвета и размера. Подмигиваете их владельцу. Дальше приходите домой. Когда джинсы сняты, громко кричите: «Муж пришел!». Бывшего хозяина джинсов быстренько выставляете на улицу через окно. Сейчас лето, не замерзнет. А в вашем распоряжении оказывается прекрасный крепкий материал для рукоделия. В общем, девочки дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!